Земля существует 4,54 миллиарда лет. За это время она успела остыть, покрыться океанами, породить жизнь и спрятать под своей поверхностью то, о чем ученые спорят по сей день. 71% поверхности планеты – это вода. Но то, что находится под ней, мы знаем значительно хуже, чем поверхность Марса. Эта история начинается с сигнала, простого, повторяющегося, необъяснимого, и заканчивается вопросом, на который у официальной науки пока нет ответа. Тихоокеанский глубоководный желоб. Одно из самых труднодоступных мест на планете. Здесь, на мониторинговой станции, где постоянно штормит, а за поручнями черная бездна воды, группа сейсмологов работает в обычном режиме. Их задача — фиксировать подземные толчки, отслеживать активность мантии, предупреждать о цунами. Но в какой-то момент приборы начинают вести себя странно. На лентах сейсмографов появляется ритм. Не хаотичный, не затухающий, как это бывает при землетрясении или вулканической активности, а четкий, повторяющийся, как удары метронома. Импульс возвращается каждые 13 секунд. Потом снова и снова. За 1 час 9 раз подряд, с точностью, которую невозможно списать на случайность. Первая реакция – это помехи, сбой оборудования. Такое бывает, но оборудование проверяют трижды, оно работает исправно. Тогда выдвигают следующую версию – вулканическое эхо. Где-то в глубине идет медленный процесс, который создает резонанс. Природа умеет удивлять. Но природные волны не ведут себя так. Они затухают неравномерно, они рассеиваются. Они не приходят через одинаковые интервалы снова и снова, как будто кто-то нажимает кнопку. Интервалы между импульсами оказываются равномерными, как расстояние между улицами в городе. Не геологический шум, не случайная вибрация, что-то структурированное. Это меняет все. Параллельно с событиями на мониторинговой станции, в лаборатории глубинной визуализации, другая команда работает со стопками томографических срезов мантии. Это похоже на МРТ, только объектом исследования является сама планета. Сейсмическая томография – реальный научный метод. Ученые используют волны от землетрясений, чтобы просветить недра Земли, примерно так же, как рентген просвечивает тело человека. Разные породы пропускают волны с разной скоростью. По отклонениям можно строить трехмерные модели того, что находится глубоко под поверхностью. Земная кора – это тонкая оболочка. Под океанами ее толщина составляет всего от 5 до 10 километров, под континентами – до 70 километров. Дальше начинается мантия – раскаленная, вязкая, почти твердая порода, которая медленно движется на протяжении миллионов лет. Модели в этой лаборатории уходят на глубину 35 километров. И на этой глубине, там, где должна быть однородная плотная порода, сканирование показывает аномалии, пустоты. Они выстроены не хаотично, они вытянуты в одном направлении. Некоторые тянутся на 200 километров и соединяют отдельные глубоководные желоба в единую структуру, как сеть, как система. После 3 независимых сканирований вывод один. Оболочка Земли в отдельных полосах полая. Это не противоречит физике. Под земной поверхностью существуют реальные полости, пещеры, карстовые системы, лавовые трубки. Но то, что показывают эти сканы, другого масштаба. Вопрос только в том, как они образовались. Прежде чем идти дальше, важный факт, который многие не знают. В 2014 году ученые из Северо-Западного университета США обнаружили в мантии Земли на глубине около 700 километров минерал рингвудит. Этот минерал содержит воду.
молекулы H2O, встроенные прямо в кристаллическую решетку. По оценкам геологов, количество воды в этом резервуаре может в 3 раза превышать объем всех поверхностных океанов вместе взятых. Это не метафора, это реальный научный результат, опубликованный в журнале Nature. Земля мокрая изнутри. Глубоко, под огромным давлением, есть вода. Это не значит, что там плещется открытый океан. Вода удерживается внутри минералов, выделяется и поглощается в ходе геологических процессов. Но сам факт существования огромных подземных водных резервуаров научно подтвержден. А теперь вернемся к сигналу. Земля умеет издавать звуки, точнее вибрации, которые по своей природе близки к звуку, только на частотах, недоступных человеческому уху. Существует явление, которое называется фоновый шум Земли или земной гул. Планета постоянно вибрирует, даже без землетрясений. Эти колебания фиксируются сейсмографами по всему миру. Долгое время их источник оставался загадкой. Сейчас ученые считают, что основная причина – взаимодействие океанских волн с морским дном. Океан буквально барабанит по дну, и эти удары передаются в породу. Но вот что интересно. Некоторые сейсмические сигналы не вписываются в эту картину. Они слишком регулярны, слишком точны по времени. В геофизике есть понятие микросейсмы – слабые постоянные колебания земной коры. Они действительно приходят с определенными интервалами, связанными с циклами волн, приливами, атмосферным давлением. Природа способна создавать повторяющиеся ритмы, но интервал в 13 секунд, не меняющийся 9 раз подряд с машинной точностью, это выходит за рамки известных естественных механизмов. И именно это заставляет задуматься. Океан плохо изучен. Это не преувеличение, это факт. По разным оценкам, детально картографировано менее 25% дна Мирового океана. Для сравнения, поверхность Луны и Марса мы знаем значительно лучше. Причин несколько. Океан глубок, давление на больших глубинах колоссально. На дне Марианской впадины оно в 1000 раз превышает атмосферное давление на поверхности. Туда крайне сложно добраться, дорого работать и сложно передавать данные. Но есть и другое. Часть океанских исследований, особенно в период Холодной войны, велась в условиях строгой секретности. Военно-морские ведомства США и СССР картографировали дно в интересах размещения подводных лодок, прокладки кабелей, установки сенсорных сетей. Огромный массив данных до сих пор засекречен или рассекречен лишь частично. Система SOSUS – гидрофонная сеть, развернутая США в годы Холодной войны для отслеживания советских подводных лодок, зафиксировала десятки необъясненных звуков из глубин океана. Часть из них получила официальные названия – Bloop, Upsweep, Slowdown. Их источники так и не были окончательно установлены. Bloop – мощный низкочастотный звук, зафиксированный в 1997 году. По амплитуде он превосходил любой известный биологический источник звука. Официальная версия – разрушение айсберга. Но звук имел характеристики, нетипичные для ледяных процессов, и это до сих пор обсуждается в научной среде. Данные есть, интерпретации расходятся. В 2012 году немецкое исследовательское судно зафиксировало в районе Атлантического хребта тепловые аномалии и геохимические следы, указывающие на активность, не соответствующую известным вулканическим процессам. Отчет был опубликован в закрытых научных сборниках. Под дном Тихого океана, особенно в районе так называемого «огненного кольца», сейсмография регулярно выявляет аномальные зоны, места, где скорость сейсмических волн резко отличается от расчетной. Часть этих зон совпадает с известными тектоническими разломами, часть – нет.
В 2023 году международная группа геологов, работавшая с данными спутниковой альтиметрии, опубликовала карту подводных горных хребтов и долин, ранее не зафиксированных. Рельеф дна оказался значительно сложнее, чем предполагалось. Некоторые структуры имеют правильные геометрические формы, что само по себе не является доказательством искусственного происхождения, но привлекает внимание. Природа создает правильные формы – кристаллы, соты, спирали – это известно. Но масштаб некоторых подводных структур – сотни километров – заставляет задавать вопросы. Вернемся на сушу, чтобы понять, на что способна природа. Пещерная система Сак-Актун на полуострове Юкатан в Мексике – крупнейшая в мире подводная пещерная система. Ее протяженность превышает 347 километров. Она заполнена водой. Температура воды стабильна. В ней живут уникальные экосистемы. Пещера Эрван-Дун в Китае настолько велика, что внутри нее формируются собственные облака. Ее объем около 380 миллионов кубических метров. Лавовые трубки на Гавайях достигают десятков километров в длину. Некоторые из них уходят под дно океана. Природа умеет создавать огромные подземные пространства. Это не фантастика. Это геология. Вопрос в другом. Что происходит, когда такие пространства возникают на глубине от 30 до 40 километров, где давление и температура превышают все мыслимые пороги? Могут ли там существовать полости? Может ли там быть вода в жидком состоянии? По современным моделям, при определенных условиях – да. Вода под огромным давлением ведет себя иначе. Она не кипит при высоких температурах, потому что давление удерживает ее в жидкой фазе. Это называется сверхкритическое состояние воды. Так что подземные водные системы на больших глубинах не фантазия, а предмет серьезного научного интереса. Еще один факт, который редко обсуждается публично. Морские навигационные карты, особенно те, что использовались военно-морскими силами в 20 веке, содержат так называемые «зоны ограниченного плавания». Официальные причины – испытательные полигоны, кабельные трассы, опасный рельеф дна. Но часть этих зон не имеет публичного объяснения. Они существуют в открытом океане, вдали от любых объявленных объектов. Суда их огибают. Авиация в ряде случаев меняет маршруты над ними. Конспирология? Возможно. Но вот факт. В 1977 году советский океанографический корабль зафиксировал в одном из таких районов Тихого океана аномальное магнитное поле, уходящее вертикально вниз. Отчет был засекречен на 20 лет. После рассекречивания он вызвал дискуссию в научном сообществе, которая так и не получила однозначного завершения. Магнитные аномалии – реальное явление. Они связаны с неоднородностями в составе горных пород. Но вертикальное магнитное поле такой мощности в открытом океане, без видимых геологических объяснений. Это не стандартная находка. Земля получает от Луны около 3,75 тераватт энергии в виде приливного трения. Это колоссальная цифра. Большая часть этой энергии рассеивается в океанах. Именно поэтому приливы постепенно замедляют вращение Земли. Но часть энергии передается в земную кору. Приливное трение – один из механизмов, который поддерживает геологическую активность планеты. Оно создает давление, нагрев, движение. В мантии это выражается в медленных конвективных потоках, которые двигают тектонические плиты. Что происходит с этой энергией на больших глубинах, в зонах аномальных полостей, до конца не изучено. Если предположить, только предположить, что там существуют замкнутые водные системы, то приливная энергия могла бы поддерживать в них постоянное движение, циркуляцию.
Ритм 13 секунд, 42 секунды, повторяющийся, точный как часовой механизм. Вот что мы знаем точно. Первое. Земля содержит огромные запасы воды в мантии, в связанном состоянии внутри минералов. Это доказано. Второе. Сейсмическая томография выявляет аномальные зоны на больших глубинах, полости, неоднородности, структуры, не вписывающиеся в стандартные модели. Это факт. Третье. Дно океана картографировано менее чем на четверть. Мы буквально не знаем, что там. Это официальная позиция науки. Четвертое. Часть сейсмических и гидроакустических данных засекречена или не получила публичного объяснения. Это задокументировано. Пятое. Природные системы способны создавать огромные подземные пространства – пещеры, трубки, полости. При определенных условиях глубокого давления и температуры там может существовать жидкая вода. Вот чего мы не знаем. Мы не знаем, что именно создает те повторяющиеся сейсмические ритмы, которые не вписываются в известные природные механизмы. Мы не знаем, что находится в аномальных полостях на глубине от 30 до 40 километров. Мы не знаем, почему часть навигационных зон закрыта без публичного объяснения. Мы не знаем, все ли данные об океанском дне когда-нибудь станут общедоступными. И именно это незнание, не страшное и не мистическое, а научное, честное незнание, делает планету, на которой мы живем, по-прежнему загадочной. В 2021 году НАСА объявила о планах по исследованию спутника Юпитера – Европы. Европа покрыта льдом. Под льдом – жидкий океан. Глубина этого океана, по расчетам, составляет от 60 до 150 километров. Там темно, холодно и огромное давление. И именно там ученые считают наиболее вероятным существование внеземной жизни в Солнечной системе. Потому что жизнь не требует солнечного света. Она требует воды, химической энергии и стабильной среды. Все это может существовать в закрытых подземных системах. На Земле мы уже знаем, что жизнь проникает туда, куда мы не ожидали. Бактерии обнаружены на глубине более 5 километров в горных породах. Экосистемы вокруг гидротермальных источников на дне океана существуют без солнечного света. Они питаются химической энергией, которую выделяет Земля. Если жизнь способна существовать в таких условиях на поверхности Земли, что происходит глубже? Сигнал из Тихоокеанского желоба до сих пор не получил общепринятого объяснения. Томографические аномалии на глубине 35 километров – предмет продолжающихся дискуссий в геофизическом сообществе. Дно океана в основном белое пятно на карте. Земля существует 4,54 миллиарда лет. За это время она прошла через столкновения с астероидами, глобальные оледенения, массовые вымирания и тектонические катаклизмы, которые полностью изменили ее облик. Мы живем на поверхности этой планеты около 300 тысяч лет, если говорить о Homo sapiens. Это меньше 0,1% ее возраста. И мы до сих пор не знаем, что находится у нас под ногами. Не в переносном смысле, в буквальном. Это не повод для страха, это повод для вопросов, для исследований, для честного признания того, что карта мира, та, которую мы считаем полной, на самом деле полна белых пятен. Планета еще не раскрыла все свои секреты. И, возможно, 13-секундный ритм из глубины – это просто первый из них, который мы, наконец, услышали.